Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем спицами ажурный узор, называется он ажурная шахматка. Очень необычный узор и очень-очень интересный. Посмотрите, как он выглядит. На мой взгляд, этот узор отлично смотрится именно в гладкой пряже, чтобы подчеркнуть вот этот вот самый интересный узор. Так вот, под разным наклоном я вам его покажу. Смотрится он действительно очень интересно, красиво, оригинально, необычно. Это его лицевая сторона. Изнанка. Изнаночная сторона, кстати, тоже такая оригинальная. То есть, если вы будете вязать какое-то двустороннее изделие, например, шарф, то узор, изнаночная сторона этого узора вас не подведет. То есть, если где-то отворот, например, будет выглядывать, то будет тоже красиво. Так, покажу элементы поближе. Если кого интересует этот узор в пушистой пряже, я его не вязала в пушистых махеровых пряжах, но думаю, именно в гладкой пряже этот узор будет смотреться более выигрышно. Хотя можно попробовать и в пушистой пряже. Узор оригинальный и очень важно, он очень простой в исполнении. Несмотря вот на такую замысловатость вот этих вот элементов, вяжется он очень просто. Я вам покажу. И раппорт узора в высоту составляет 12 рядов, в ширину 3 петли плюс 2 кромочные, то есть число кратное 3 плюс 2 кромочные. Итак, для образца я набираю 9 петель на основной узор, так как раппорт узора составляет 3 петли, и плюс 2 кромочные петли. То есть мы свяжем с вами небольшой образец. Петли набираю обычным способом. Вы набираете его любым, который вам более удобен. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 2 кромочные. Итого получилось 11 петель. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Закрепляем ряд. Вот этот край закрепили. И начинаем с первого ряда вывязывать наш узор. 3 лицевые и 3 изнаночные. Первые 4 ряда вяжутся очень просто. 3 лицевые, 3 изнаночные. 3 изнаночные и 3 лицевые. Так как у нас образец небольшой, и кромочная петля, я вяжу кромочную изнаночной, либо вы вяжете, может быть, лицевыми, то есть как удобно, как нравится, так и вяжите. Второй ряд мы вяжем по узору, все четные ряды вяжутся по рисунку. То есть у нас сейчас идет 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, и кромочная изнаночная. Я вяжу ее изнаночной. Третий ряд. Также мы вяжем по узору. 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, кромочная. Четвертый ряд. Также мы вяжем по узору. То есть вы видите, что узор вяжется быстро достаточно. То есть какое-то даже крупное изделие вы свяжете быстро его. Все, 4 ряда готово. И вяжем 5 ряд. Кромочную мы снимаем, делаем накид. И сейчас 3 следующие петли вяжем таким образом. Первую петлю снять, не провязывая, вот таким образом. То есть правая стенка должна смотреть на вас. Далее 2 следующие лицевые петли мы вяжем за передние стенки. То есть в моем случае это левые стенки лицевых петель за передние стенки. Провязали. Сейчас вот эту снятую петлю лицевую мы вот таким образом накидываем на провязанные петли. То есть она как бы получается скрещена, видите?
Вот оно. И делаем накид. Далее мы вяжем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. То есть на месте, где у нас были изнаночные петли, мы сейчас вяжем 3 лицевые. Далее накид. То есть мы повторяем раппорт. Лицевую первую петлю мы снимаем, чтобы правая стенка лежала спереди, то есть она смотрела на нас. Следующие 2 лицевые петли мы вяжем за левые стенки, за передние стенки. 2 сразу. И вывязываем 1 лицевая. Вот эту петлю накидываем на 2 провязанные уже петли. То есть из 3 у нас получилась 1. И в конце не забываем накид. И кромочная. Вяжем 6-й ряд. 6-й ряд у нас идет четный, соответственно мы вяжем все петли по узору. Итак, первый накид мы вяжем лицевой. Далее вот эту петлю мы вяжем также лицевой. Следующий накид лицевой. Далее 3 петли у нас идут изнаночные. 1, 2, 3. И следующие 3 петли мы вяжем также лицевой. 1, 2, 3. Кромочная у меня изнаночная. Все, половина раппорта узора у нас провязана. Узор пока плохо заметен. 7-й ряд мы вяжем также по узору 3 изнаночных, 2, 3, 3 лицевых. То есть это простые узоры, простые ряды, несколько рядов. Все, кромочная, изнаночная. 8-й ряд у нас идет также по узору, то есть простые чередования лицевых и изнаночных. 3 лицевые, 3 изнаночные. Далее 3 лицевые, 3 изнаночные. 9-й ряд также по узору 3 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Так как мы вяжем маленький образец, конечно, я его вяжу вообще очень быстро. И 10-й ряд мы вяжем опять по узору. То есть по расположению наших петель. 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3 лицевых. Кромочная, изнаночная. Сейчас снова мы начинаем вывязывать вот эти вот элементы. Кромочную снимаем. Далее мы вяжем 3 лицевые петли. То есть мы опять идем смещать наши вот эти вот шахматные элементы. То есть где было 3 лицевых мы вяжем, где было 3 изнаночных мы вяжем 3 лицевых. И сейчас вот эти вот 3 петли вяжем таким образом. Делаем накид. Первую петлю снимаем, правая стенка смотрит на нас. Из 2 лицевых петель мы вяжем за передние стенки 1 лицевую. Перекидываем снятую петлю на провязанную лицевую петлю, делаем накид. И из 3 изнаночных следующих петель мы провязываем 3 лицевых. Все, самый сложный ряд опять провязан. 11 ряд готов, и последний 12 ряд мы также вяжем по узору. Кромочную сняли, 3 изнаночных, 2, 3, и накид вяжем лицевой, следующую петлю вяжем лицевой, накид лицевой и снова 3 изнаночных. И повторяем наш раппорт с первого ряда. Вот посмотрите, какой получается образец. Здесь у меня полушерсть, пряжа, ну как бы вот с таким ворсиком небольшим. Вот так смотрится. Таким узором, кстати, можно связать и красивый зимний джемпер, свитер. Особенно для тех людей, кто не любит слишком плотные вещи, слишком толстые зимние. Этот узор отлично подойдет для вязания
каких-то вот зимних изделий. Еще раз покажу этот красивый узор поближе. В летних пряжах хорошо в этом узоре ляжет мериносовая шерсть. Пряжа такая гладкая, красиво, просто и быстро. Если этот видеоурок вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и до встречи в новых видео. Пока!